Привет всем любителям амигуруми! С вами Татьяна и канал Crochet Evolution. Посмотрите, кто сегодня у нас в гостях. Это легендарный темный лорд Дарт Вейдер. И я рада объявить, что мы начинаем масштабное обновление нашего большого видеокурса по его созданию. Мы полностью перерабатываем все 17 частей видеокурса. Улучшаем звук, добавляем заставки и самое главное, теперь вся схема дублируется на экране на английском языке. Также по мере апгрейда я создаю PDF-схему сопровождения. Сегодня в первой части мы проведем полный обзор материалов и инструментов, которые понадобятся вам для работы. Важный момент – эта часть вводная и доступна для всех. Но все практическое обучение, начиная со второй части, переходит в нашу закрытую библиотеку для спонсоров второго уровня и выше. Если вы хотите связать свою армию ситхов вместе со мной, присоединяйтесь к нашему спонсорскому сообществу по ссылке в закрепленном комментарии и описании. Также напоминаю, что доступны субтитры на разных языках. Если вы хотите связать эту игрушку вместе со мной, а языка вашей страны нет, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и мы обязательно добавим. Ну что, переходим к материалам. По пряже. Основная пряжа это будет у нас пряжа черного цвета. Вот я буду вязать из Yarnart Etamin ниточки. Напомню, вы можете вязать абсолютно из любой пряжи, даже если она будет толще. Единственное, просто учитывайте тогда длину каркасной конструкции. То есть тогда будет отличаться, она будет длиннее. Итак, основная ниточка это у нас Yarnart Etamin черного цвета. В 30 граммах 180 метров, 100% акрил, цвет черный, 422. Дальше вот этих красного, серого, остальной пряжи, в общем, их нужно в принципе совсем немного. Это для оформления мелких деталей каких-то. Вот красный цвет у меня 434, серый цвет 449C. Также Yarnart Baby я использую здесь, это тоже 100% акрил, в 50 граммах 150 метров, черный цвет 585. Также по пряже еще темно-серый цвет Yarnart Iris 934. Вот. Белый цвет тоже совсем немножко его нужно, 910. Также можно использовать либо ирис еще зеленого цвета, какой-нибудь яркий, или мулине. Это вот там будет для вышивки кнопочек. Вот, поэтому его тоже будет нужно совсем немножко. Можно использовать любую ниточку зеленого цвета, которая у вас есть. У меня мулине. Цвет я не помню. Вот такой вот зеленый цвет. Также нужен будет холофайбер для наполнения игрушки. Вот глазки. Глазки вот такие на безопасном креплении. 0,5 миллиметра. Также спицы 2,5 миллиметра. 2 крючка потребуется для тоненькой пряжи, единичка, и для Yarnart Baby 2,5 миллиметра я использую. Вот также клей Момент Кристалл потребуются, ножнички, иголочки с булавочками
И так как игрушка у нас каркасная, потребуется проволока. Я использую для пальчиков проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Ее нужно будет, наверное, около метра. Там я детально буду рассказывать, как что делать. И проволочка для каркаса самой игрушки, она более толстая, 1,4 миллиметра использую. Также пластырь. Пластырем я делаю обмотку каркасов. Либо можно использовать проволоку уже в оплетке, готовую. Тоже очень удобно, хорошо. У меня просто такая пока есть. Вот, с ней тоже, в принципе, очень хорошо работать. Ну, в принципе, по материалам это все. Плоскогубцы еще могут понадобиться для того, чтобы проволоку выравнивать и загибать петелечки. Теперь вы точно знаете, что подготовить для работы. Список всех материалов я также оставлю в описании под этим видео. Напоминаю, что уже сейчас вторая часть курса улучшенная, где мы начинаем вязать первые детали, и все последующие уроки ждут вас в разделе «Спонсорство. Уровень 2». Для спонсоров это отличная возможность получить доступ к эксклюзивному и качественному контенту в удобном формате с субтитрами. Подписывайтесь, ставьте лайк этому обновлению, и да пребудет с вами сила и крючок. Увидимся во второй части. Пока-пока!